Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом. Земля – планета, на которой мы все живем. Конечно, о нашей планете можно рассказать очень много всего интересного, но все же в этом видео мы постарались отобрать самые познавательные и интересные факты о Земле. Не буду утомлять вас продолжительным вступлением, поэтому сразу к интересным фактам. 1. Все планеты, кроме Земли, названы именами римских и греческих богов. Только Земля на разных языках имеет разные названия. В древнегреческом название Земли совпадало с именем богини Геи, оттуда оно попало в другие слова, связанные с нашей планетой: геология, геолокация и тому подобное. Также немало слов происходит от латинского названия Земли терра, например, террариум, терраформирование, терраса. 2. Земля имеет форму шара, но долгое время люди не подозревали об этом. Радиус Земли настолько велик, 6371 километр, что человеку на ее поверхности Земля кажется плоской. Наглядно убедиться, что Земля имеет форму шара, можно лишь из космоса, поднявшись на высоту более 100 километров над поверхностью. Поэтому длительное время люди считали, что Земля плоская. Первым же, кто стал рассказывать о шарообразной форме Земли, был, подошедшим до нас сведением, древнегреческий математик Пифагор, живший примерно 2500 лет назад. 3. Человек среднего роста, находясь на равнине, видит предметы на расстоянии, примерно от 4 километров до 5 километров, более далекие скрываются за горизонтом. Но если забраться на очень высокую гору, то можно видеть на сотни километров вокруг. 4. Земля – часть Солнечной системы, и вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. Однако долгое время люди считали, что Земля находится в центре мира, а Солнце и другие планеты вращаются вокруг нее. В средневековой Европе тех, кто считал иначе, инквизиция могла даже сжечь на костре. 5. Земля является третьей по счету планетой, считая от Солнца, за Меркурием и Венерой. Расстояние от Земли до Солнца – 150 миллионов километров. 6. Земля не самая большая среди всех планет Солнечной системы, но самая большая из тех, которые имеют твердую поверхность. Другие такие планеты — Меркурий, Венера и Марс, и все эти планеты относят к земной группе. 7. Земля единственная из всех планет Солнечной системы, на которой обнаружена жизнь. Почему же жизнь есть на Земле, но ее нет на других планетах? Для этого есть несколько причин. Во-первых, Земля не слишком близко от Солнца, чтобы здесь было слишком жарко, и не слишком далеко, чтобы здесь было слишком холодно. Во-вторых, Земля имеет плотную атмосферу и магнитное поле, защищающее ее от космической радиации. В-третьих, на Земле есть много воды, которая находится в жидком состоянии. 8. Возраст Земли – чуть больше 4,5 миллиардов лет. Земля образовалась вскоре после образования Солнца из пылевого облака, которое вращалось вокруг него. 9. У Земли есть один спутник – Луна. Современные ученые считают, что Луна образовалась из обломков, возникших после столкновения Земли с другой крупной планетой. Расплавленные части пород, выброшенные после столкновения в космос, сначала летали по орбите вокруг нашей планеты, а затем соединились и образовали Луну. Произошло это примерно 4,5 миллиарда лет назад. 10. Вскоре после своего образования Луна находилась от Земли на расстоянии всего 60 тысяч километров. Тогда она выглядела просто огромной и создавала на Земле гигантские приливы. Но со временем Луна отдалилась от Земли и сейчас находится на расстоянии 384 тысяч километров. 11. После своего образования Земля была очень горячей, и ее поверхность представляла собой расплавленный камень.
Однако со временем горные породы затвердели. Самые древние горные породы, дошедшие до наших дней, имеют возраст примерно 4,2 миллиарда лет. 12. Жизнь на Земле появилась примерно 4 миллиарда лет назад, но длительное время она существовала на нашей планете лишь в форме микроорганизмов. Первые сложные многоклеточные живые организмы, которые мы могли бы видеть без микроскопа, появились лишь примерно 700 миллионов лет назад. 13. Природные условия на Земле очень сильно менялись на протяжении ее истории. Наша планета переживала периоды страшной жары и полного оледенения, сильно менялся и состав атмосферы. На протяжении большей части ее существования человек не смог бы выжить на поверхности Земли без скафандра. 14. Хотя поверхность Земли твердая, большая часть вещества нашей планеты находится в жидком состоянии. Толщина твердой земной коры составляет от 5 км до 10 км, под океанами до 70 км, под горными массивами. На большей глубине находятся расплавленные породы. 15. Чем ближе к центру, тем более плотным и горячим становится вещество. В центре Земли вещество имеет температуру 6000 градусов Цельсия, как на поверхности Солнца, а давление в центре Земли превышает 300 миллиардов паскалей, в 3 миллиона раз больше атмосферного давления. 16. Земная кора не сплошная, а состоит из отдельных кусков литосферных плит. Эти плиты движутся относительно друг друга со скоростью нескольких сантиметров в год. Кажется, что это немного, но за миллионы лет это движение сильно меняет облик Земли, появляются и исчезают материки и океаны, возникают новые горные массивы. Именно на границах между литосферными плитами, где земная кора наиболее тонкая, чаще всего происходят землетрясения и извержения вулканов. 17. Из-за движения литосферных плит суша на Земле периодически то разделяется на отдельные материки, то собирается в один большой материк. Последний раз один большой материк Пангея существовал на Земле около 200 миллионов лет назад. 18. Нам повезло, мы живем в довольно спокойное время. А вот в прошлом движения литосферных плит приводили к излияниям огромного количества лавы и выбросу парниковых газов. 250 миллионов лет назад из-за такого события лава затопила большую часть территории современной Сибири, а наступившее за этим глобальное потепление привело к вымиранию 90% всех видов живых существ. 19. И все же движение литосферных плит приносит пользу живым организмам. Каким образом? Дело в том, что вулканические выбросы постоянно обогащают поверхность суши минеральными веществами, без этого со временем все полезные вещества смыло бы в океан, почва бы истощилась и Земля превратилась бы в пустыню. 20. Большая часть месторождений природных ресурсов на Земле образовалась в результате деятельности живых организмов. Это относится не только к углю и нефти, но даже к месторождениям железной руды и золота. 21. Сегодня Земля делает один оборот вокруг своей оси за 24 часа, но постепенно скорость вращения Земли замедляется. Например, согласно подсчетам, 1,5 миллиарда лет назад продолжительность суток была всего 18 часов, а в самом начале после образования планеты и того меньше. 22. Из-за вращения Земли каждая точка поверхности на широте Москвы движется со скоростью 950 км в час, а на экваторе аж 1674 км в час. По этой причине, чем ближе к экватору находится космодром, тем легче запустить в космос космическую ракету. Скорость вращения Земли добавится к скорости ракеты, и чем ближе к экватору, тем больше будет прибавка. 23. Обычно люди не замечают вращения Земли, хотя именно оно является причиной смены дня и ночи и приводит к круговому движению звезд на ночном небе. Но вращение Земли можно наглядно продемонстрировать. Впервые эксперимент, наглядно доказывающий вращение Земли, провел французский ученый Фуко.
Для этого он использовал маятник на очень длинном подвесе и привел его в движение. Из-за вращения Земли плоскость, в которой колебался маятник, постепенно поворачивалась. 24. А еще из-за вращения Земли на любое движущееся тело действует сила Кориолиса, стремящаяся отклонить его в сторону. В северном и южном полушариях эта сила действует в разных направлениях. Хотя в малых масштабах действие этой силы незаметно, на движение воздушных и водных масс она оказывает ощутимое влияние. Например, в северном полушарии все циклоны закручиваются против часовой стрелки, а в южном наоборот. 25. Сейчас ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты под углом 23,5 градуса, из-за этого на широтах больше 23,5 градуса Солнце никогда не бывает в зените, а на широтах больше 67,5 градуса наблюдается полярный день и полярная ночь. На северном и южном полюсах Солнце примерно полгода не заходит, а затем полгода не восходит. 26. Однако земная ось не имеет постоянного положения в пространстве. Она также периодически вращается, хотя и очень медленно, с периодом почти в 26 тысяч лет. Данное движение называется прецессией. Из-за прецессии земной оси ее наклон не является постоянным, а периодически меняется от 22,1 до 24,5 градусов. Кажется, что это не слишком много, но ученые считают, что эти изменения приводят к периодическим глобальным изменениям климата. Например, 12 тысяч лет назад на месте Сахары был вполне подходящий для жизни ландшафт с богатым растительным и животным миром. Но постепенно климат становился все суше, и 5000 лет назад эта местность превратилась в пустыню. 27. Сейчас 70% поверхности Земли занимают океаны, а 30% суша. Но это соотношение не является постоянным. Когда климат становится холоднее, часть воды скапливается в ледниках вблизи полюсов, а когда теплее, наоборот, поступает из ледников в океан. 20 тысяч лет назад, во время последнего ледникового периода, уровень океана был ниже на 120 метров, чем сейчас. А если все ледники растают, уровень океана поднимется на 65 метров. 28. Средняя температура на поверхности Земли – 14 градусов Цельсия. Максимальная температура, зарегистрированная в Иранской пустыне, была 70 градусов Цельсия, а самая низкая – минус 89 градусов Цельсия в Антарктиде. Кажется, что это очень большой разброс, но земная атмосфера все-таки значительно сглаживает температурные колебания. Например, на Луне температура меняется от минус 173 градуса Цельсия ночью до плюс 127 градусов Цельсия днем. 29. Если бы в атмосфере Земли не было парниковых газов, средняя температура на ее поверхности была бы меньше на 30 градусов Цельсия. Мы все замерзли бы. Но слишком сильный парниковый эффект тоже не приведет ни к чему хорошему. 30. Самые верхние слои атмосферы Земли простираются до высоты примерно 1000 километров. При этом плотные слои атмосферы, в которых возможен полет с опорой на воздух и происходит конвекция, простираются лишь до высоты примерно 100 километров, а 75% всей массы атмосферы сосредоточены в слое до высоты 10 километров. 31. На высоте 5 километров над уровнем моря дышать трудно, а на высоте 9 километров уже невозможно без кислородной маски. А на высотах выше 20 километров человек должен находиться в герметичной кабине или скафандре, без этого он практически моментально умрет. 32. В верхних слоях атмосферы часть кислорода превращается в озон, и озоновый слой поглощает почти все ультрафиолетовое излучение Солнца, крайне опасное для живых организмов. Когда-то давно в атмосфере не было кислорода, пока он не накопился там благодаря фотосинтезирующим бактериям, и жизнь на суше была невозможна. 33. Небо голубое, потому что атмосфера сильнее рассеивает синюю часть спектра, чем красную.
Земля, если смотреть на нее из космоса, также голубая, потому что большая часть ее покрыта океаном, а вода слабее поглощает синюю часть спектра, отражая ее обратно. 34. Самый сильный ветер на Земле, зарегистрированный метеорологической станцией, имел скорость около 408 км в час. Однако внутри торнадо, согласно подсчетам ученых, скорость ветра еще выше и превышает 500 км в час. Неудивительно, что торнадо могут уносить по воздуху целые дома. 35. Думаете, самые большие сооружения на Земле созданы человеком? Как бы не так, кораллы в океане создают огромные рифы и целые острова, масштабы их деятельности легко увидеть из космоса. 36. Каждый день на Земле испаряется и выпадает обратно в виде осадков примерно 1 триллион тонн воды. Однако на нашей планете есть места, где осадки не выпадают многие годы. 37. Каждый день примерно 90 тонн газов из верхних слоев атмосферы улетучивается в космос. Правда, улетучиваются по большей части не азот и кислород, составляющие основную часть атмосферы, а легкие газы водород и гелий. 38. Земля не только теряет вещество, но и приобретает. Каждый день на Землю падает примерно 60 тонн космической пыли, не считая метеоритов. 39. Чтобы выйти на орбиту вокруг Земли и не упасть обратно, нужно разогнаться до 8,9 км в секунду. А чтобы покинуть орбиту Земли и улететь далеко в космос, требуется скорость 11,2 км в секунду. Это очень большие скорости, так что космические ракеты, запускающие спутники в космос, на 85-90% состоят из топлива. Будь Земля еще немного тяжелее, ракеты современной конструкции вообще не смогли бы улететь в космос. 40. На небольшой высоте над Землей период обращения спутника примерно 90 минут. А если запустить спутник на высоту 36 тысяч километров в плоскости экватора, то период обращения спутника окажется равен 24 часам, и спутник все время будет находиться над одной и той же точкой земной поверхности. Обычно подобные спутники используют для организации передач спутникового телевидения. 41. В космосе существуют места, точки Лагранжа, в которых притяжение со стороны Земли примерно равно притяжению со стороны Солнца, так что любое тело, помещенное в них, будет оставаться почти неподвижным. Такие точки находятся от Земли на расстоянии 1,5 миллиона километров. Также существуют точки Лагранжа вокруг Луны, в которых притяжение Луны равно притяжению Земли, они находятся на расстоянии примерно 60 тысяч километров от Луны. 42. 95% объектов, летающих по орбите вокруг Земли, являются космическим мусором. Согласно подсчетам НАСА, вокруг Земли летает больше 300 тысяч единиц космического мусора, и все эти частицы представляют угрозу для новых космических аппаратов, поскольку могут с ними столкнуться. 43. Земля единственная из планет земной группы, у которой есть мощное магнитное поле. Предполагается, что оно существует благодаря движению потоков жидких металлов в ядре Земли. Как и у обычного магнита, у Земли есть два магнитных полюса, которые находятся довольно близко к географическим полюсам, но все же не совпадают с ними. Более того, расположение магнитных полюсов меняется со временем, за год они могут сместиться на несколько десятков километров от первоначального положения. 44. Магнитное поле – очень полезная особенность нашей планеты, которая помогает существовать на ее поверхности живым организмам. Дело в том, что со стороны Солнца постоянно движется солнечный ветер-поток быстрых заряженных частиц. Если бы магнитного поля не было, они постоянно бомбардировали бы поверхность планеты, создавая высокий уровень радиации. Но магнитное поле отклоняет заряженные частицы, в результате чего эти частицы закручиваются вокруг магнитных линий и, медленно сползая вдоль них, входят в атмосферу вблизи магнитных полюсов.
Сталкиваясь с атмосферой, они вызывают свечения, которые мы видим как полярные сияния. 45. Ученые установили, что время от времени магнитное поле Земли претерпевает сильные возмущения и даже смену местами магнитных полюсов. За последние 160 миллионов лет такое событие происходило около 100 раз. Ученые считают, что периоды смены магнитных полюсов могут быть довольно опасны для живых организмов. 46. Вокруг Земли существуют радиационные пояса, в которых накапливаются заряженные частицы, захваченные магнитным полем. Выделяют внутренний радиационный пояс, находящийся на высоте около 4000 километров, и внешний на высоте около 17 тысяч километров. Пролет через радиационные пояса опасен для космонавтов и может нарушить работу электроники. 47. Обычно человек, в отличие от некоторых животных, не обладает чувствительностью к магнитному полю. Однако мощные солнечные вспышки иногда вызывают настолько мощные возмущения магнитного поля, магнитные бури, что это оказывает заметное влияние на самочувствие, здоровье и даже на психику. Согласно некоторым исследованиям, в периоды солнечной активности возрастает количество самоубийств и различных общественных потрясений. Кроме того, сильная магнитная буря может повредить электрические сети и вызвать сбои в работе электроники. 48. В атмосфере Земли на высотах выше 50 километров много заряженных частиц, поэтому этот слой называется ионосферой. Ионосфера обладает свойством отражать радиоволны на определенных частотах. Когда было изобретено радио, люди с удивлением обнаружили, что радиосигнал распространяется на очень большие расстояния, что было странно, учитывая кривизну земной поверхности. Столь дальняя передача радиосигнала была возможна потому, что радиоволна многократно отражалась от ионосферы и земной поверхности, преодолевая таким образом тысячи километров. 49. Поверхность Земли очень разнообразна по климату и природным условиям, но все же ученые выделяют на нашей планете 7 основных климатических поясов, внутри которых есть определенное сходство. В основном их расположение зависит от широты. Эти пояса экваториальный, субэкваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субполярный и полярный. Большая часть территории России, например, находится в умеренном поясе. 50. Нормальное атмосферное давление на уровне моря 760 мм ртутного столба, но оно не постоянно. Атмосферное давление зависит от погодных условий, а также от широты местности. На Земле существуют поясы высокого и низкого давления, в первых климат более засушливый, во вторых более влажный. 51. В циклоне атмосферное давление может упасть довольно сильно на несколько десятков миллиметров ртутного столба, а в сильном тайфуне даже на 100 и больше. Кроме того, атмосферное давление меняется с высотой, и в горной местности оно заметно меньше, чем на уровне моря. Например, на Эвересте атмосферное давление составляет жалкие 250 мм ртутного столба. В условиях столь низкого давления вода закипает при температуре всего 70 градусов Цельсия. 52. На большей части территории планеты самый верхний слой – это почва. Считается, что она появилась на нашей планете не слишком давно, всего около 400 миллионов лет назад. При этом первыми организмами, поселившимися на суше около 600 миллионов лет назад, были лишайники, способные расти даже на голых скалах, и только потом сушу заселили обычные растения, остатки которых и сформировали почву. 53. Новая суша, которая появляется на нашей планете, обычно представляет собой сплошной камень типа гранита и базальта, образовавшийся из застывшей магмы. Но благодаря эрозии под влиянием воды и ветра, камень разрушается и образует осадочные породы, такие как песок и глина. Более 75% территории суши покрыто именно осадочными породами, прочные камни среди которых найти весьма сложно. 54. Больше всего населен живыми организмами слой,
прилегающий к поверхности несколько десятков метров вверх и вниз. Но есть немало организмов, которые приспособились к жизни на огромных высотах и больших глубинах. Исследования показали, что жизнь в виде микроорганизмов существует на глубине более 2,5 километра под землей и на высотах более 40 километров в стратосфере. 55. Вообще жизнь на Земле найдена в, казалось бы, самых неподходящих условиях. Она обнаружена на огромной глубине в океане, вблизи горячих гейзеров с температурой воды выше 120 градусов Цельсия, а также в подледных озерах Антарктиды, скрытых под сотнями метров льда. А некоторые земные организмы, как оказалось, способны пережить даже пребывание в открытом космосе. Это дает ученым надежду обнаружить жизнь на других планетах Солнечной системы, так как условия на них вполне соответствуют экстремальным условиям на Земле. 56. Сейчас население Земли превышает 8 миллиардов человек. При этом больше половины населения живет на территории, составляющей всего 3% поверхности. Значит ли это, что на Земле еще достаточно места для роста населения? Скорее всего нет, так как существующее население потребляет слишком много природных ресурсов, не только невозобновляемых, но даже возобновляемых. Это значит, что будущие поколения уже очень скоро столкнутся с их нехваткой. 57. Среднее значение ускорения свободного падения на поверхности Земли равно 9,81 метров в секунду в квадрате. Но, как выяснили ученые в разных местах нашей планеты, оно, хоть и немного, но отличается. Во-первых, вблизи экватора оно меньше из-за влияния центробежной силы, чем вблизи полюсов, примерно на 0,5 метров в секунду в квадрате, 9,78 метров в секунду в квадрате против 9,83 метров в секунду в квадрате. Но также на его значение влияет распределение масс в глубине планеты. В результате исследований было обнаружено, что место с наименьшим значением ускорения свободного падения находится в Перу, примерно в 1000 километрах от экватора, 9,7639 метров в секунду в квадрате, а с самым большим в Северном Ледовитом океане, примерно в 100 километрах от полюса, 9,8337 метров в секунду в квадрате. 58. Земля шар или нет? Если очень строго подходить к ответу на этот вопрос, Земля, конечно, не совсем шар. Ученые даже придумали специальное название для формы Земли — геоид. Но на самом деле форма Земли очень мало отличается от шара, отклонение составляет не более 30 километров или нескольких десятых долей процента. 59. Насколько Земля большая? В древности людям она казалась бескрайней, но на самом деле Земля не так велика. Длина экватора Земли всего 40 тысяч километров. Пролететь такое расстояние на самолете можно за 46 часов. Экспедиция Магеллана совершила первое кругосветное плавание чуть меньше, чем за 3 года. Но даже пешком, как доказали энтузиасты, можно совершить кругосветное путешествие примерно за 4 года. 60. Вернувшись в Европу, участники первого кругосветного плавания Магеллана обнаружили, что дата по их календарю на один день отличается от той, которую назвали местные жители. Позже они поняли, что все время плыли на запад, и каждый раз заход солнца наступал чуть позже. В результате, обогнув Землю, они не досчитались целого дня. Впоследствии, чтобы избежать путаницы, на Земле была установлена линия перемены дат. Она проходит от Северного полюса до Южного, через Тихий океан между Чукоткой и Аляской. Тот, кто пересекает эту линию, должен поменять дату в своем календаре. 61. А насколько далекие путешествия по нашей планете совершают животные? Начав наблюдать за ними, ученые были удивлены. Так оказалось, что в течение года киты проплывают расстояние в 11 тысяч километров, морские черепахи в 20 тысяч километров, бабочки пролетают 30 тысяч километров, стрекозы 36 тысяч километров, а некоторые виды птиц
такие как полярные крачки, ежегодно перелетающие из Голландии в Антарктиду и обратно более 90 тысяч километров. 62. Земля не такое уж безопасное место. В прошлом на нашей планете произошло немало масштабных катаклизмов. Причем некоторые катастрофы происходили совсем недавно и могут произойти в ближайшем будущем. Например, 74 тысячи лет назад произошло извержение супервулкана Тоба в Индонезии, из-за чего температура на планете упала на несколько градусов, а 90% людей вымерло. А всего 13 тысяч лет назад на Землю упал астероид, возможно, ставший причиной вымирания многих крупных животных ледникового периода, таких как мамонты и саблезубые тигры. 63. Каждый год на Земле происходит около 500 тысяч землетрясений. Большинство из них слабые регистрируются лишь сейсмографами. Лишь около 1000 из них достаточно сильны, чтобы причинить заметные разрушения. Но иногда происходят крайне разрушительные землетрясения, приводящие к гибели сотен тысяч людей. Последним примером такого рода стало землетрясение 2004 года в Индийском океане, вызвавшее мощное цунами, так что жить в сейсмоопасных зонах и на берегу океана небезопасно. 64. На нашей планете есть примерно 1500 наземных вулканов, которые извергались в течение последних 10 тысяч лет. Есть еще подводные вулканы, число которых точно неизвестно, но предположительно их где-то в 3 раза больше. Большая часть известных вулканов расположена по краям Тихоокеанской плиты, а если считать по странам, то больше всего вулканов в США, а Россия на 2-м месте. Каждый год извергается несколько десятков вулканов. 65. Примерно 10% поверхности Земли покрыто ледниками. Их объем 24 миллиона кубических километров, что в 130 раз больше, чем запасы воды во всех пресных озерах. Самые большие запасы льда находятся в Антарктиде, почти полностью покрытой льдом толщиной до 4 километров. На 2-м месте Гренландия. 66. Мы привыкли, что лед твердый, однако на самом деле даже твердые ледники медленно текут вниз под действием силы тяжести. Типичная скорость движения ледника около метра в неделю, иногда больше. 67. Время от времени от ледников, стекающих в океан, отламываются крупные куски, становящиеся айсбергами. Некоторые айсберги бывают гигантских размеров. Например, в 2000 году от ледника в Антарктиде откололся кусок, который имел длину в 295 километров, ширину в 37 километров, а площадь около 11 тысяч квадратных километров. Прошло целых 10 лет, прежде чем он растаял. 68. Под действием притяжения Луны на Земле бывают приливы и отливы. Они происходят периодически с интервалом 12 часов 25 минут в океанах и даже некоторых крупных озерах. Обычно уровень воды под действием приливов и отливов меняется мало, меньше метра в ту или иную сторону, но в некоторых местах из-за особого рельефа дна колебания уровня воды превышают 10 метров. Самые высокие приливы до 18 метров наблюдаются в бухте Фанди, Канада. 69. Приливы и отливы постепенно уменьшают кинетическую энергию вращения Земли, но она все еще составляет огромную величину. Эта энергия примерно равна 7 умноженное на 10 в 22 степени киловатт-часов. Если начать переводить ее в электрическую энергию, то при существующем уровне потребления ее хватило бы на 20 миллиардов лет. Впрочем, в некоторых странах уже строят электростанции, использующие энергию приливов. Одна такая электростанция есть и в России. 70. Кроме этого, человечество пытается использовать и тепловую энергию из недр Земли при помощи геотермальных электростанций. Эта энергия также весьма велика. Согласно подсчетам, ежегодно Земля отдает тепла в 17 раз больше, чем вырабатывает мировая энергетика. 71. На Земле есть немало горячих источников и даже горячих озер, которые выбрасывают воду, нагретую теплом недр. Нередко такая вода
содержит в себе множество растворенных минеральных веществ. Согласно одной из популярных теорий, именно в таких горячих источниках миллиарды лет назад зародилась жизнь. 72. Совокупность всех живых организмов на Земле называют биосферой. За миллиарды лет эволюции живые организмы сформировали сложную и сбалансированную систему, в которой их успешное существование зависит друг от друга. К сожалению, человек, особенно с развитием технологий, начинает все больше грубо нарушать ее функционирование, плохо понимая при этом последствия своего вмешательства. А может ли человек, например, воспроизвести биосферу Земли в небольшом объеме, например, создав в будущем какую-то базу на другой планете или внутри космической станции? Отчасти ответ на этот вопрос дал эксперимент под названием «Биосфера-2», который был проведен в США. На площади 1,5 гектара было построено герметичное сооружение под прозрачным стеклянным колпаком. Внутри посадили растения, лес, создали кусочек океана, попытавшись создать сбалансированную экосистему, которая бы смогла обеспечить себя и 8 человек кислородом и питанием. Однако сразу после старта эксперимента начались различные проблемы, его участники страдали от нехватки кислорода, голодали и в конце концов вынуждены были его прервать. Эксперимент показал, что воспроизвести биосферу Земли совсем непросто, так что надо беречь то, что есть. 73. Единственное место за пределами Земли, где постоянно живут люди, это Международная космическая станция, МКС. Станция была построена в 1998 году в основном усилиями России и США, ее постройка обошлась в $150 миллиардов. МКС летает над Землей на высоте чуть больше 380 километров. 74. Весьма высокое место на Земле гора Эверест или Джомолунгма в индийском варианте. Ее высота 8848 метров над уровнем моря, при этом она продолжает расти примерно на 4 мм в год, хотя ее движение в сторону происходит значительно быстрее, об этом мы расскажем далее. Это очень труднодоступное место, впервые люди добрались туда в 1953 году, а около 300 альпинистов погибли при восхождении. 75. Самое низкое место в океане Марианская впадина, ее глубина 10 994 метра, то есть примерно 11 километров. Впервые люди опустились туда в батискафе в 1960 году. 76. Самое низкое место на суше – побережье Мертвого моря в Израиле, оно находится на 417 метров ниже уровня Мирового океана. Атмосферное давление здесь выше обычного и составляет примерно 800 мм ртутного столба. Кстати, уровень Мертвого моря продолжает падать, и, вероятно, вскоре самое низкое место суши станет еще ниже. 77. Самое глубокое место под землей, куда добрались люди, это шахта Таутана в ЮАР. В ней добывают золото, а максимальная глубина шахты 5 километров. Воздух в шахте приходится постоянно охлаждать, так как температура на такой глубине составляет примерно 60 градусов Цельсия. 78. Самая глубокая скважина, в которой были взяты образцы пород и проведены измерения, была пробурена СССР на Кольском полуострове. Скважина достигла глубины 12 262 метра. Оказалось, что на такой глубине температура превышает 220 градусов Цельсия. Интересно, что скважину бурили аж 20 лет, подавляющая часть времени была потрачена на бурение ниже 7 километров. 79. Самая большая пещера на Земле Шандонг во Вьетнаме. Она состоит из 150 залов высотой до 200 метров и шириной до 150 метров. Несмотря на гигантские размеры, впервые пещера была обнаружена и исследована совсем недавно в 2009 году. Это доказывает, что на Земле еще много интересных неизученных мест. 80. Под землей есть немало очень длинных естественных пещер и подземных рек, которые до сих пор плохо изучены. На сегодняшний день считается,
что самая длинная из пещер Мамонтова пещера в США имеет длину около 600 километров. Однако, хотя пещера открыта еще в XVIII веке, она до сих пор исследована далеко не полностью. 81. Самая длинная горная цепь на Земле Анды в Южной Америке. Она имеет длину около 9000 километров. Это немного больше, чем протяженность России с запада на восток. Анды проходят через территории 7 государств и 5 климатических поясов. 82. Сахара – самая большая в мире пустыня. Она занимает 8,6 миллиона квадратных километров, примерно 30% площади Африки, и сравнима по величине с такой большой страной, как Бразилия. Сахара появилась примерно 5000 лет назад и до сих пор продолжает увеличиваться в размерах. 83. Всего же, по оценкам ученых, пустыни занимают примерно 23% поверхности суши. 84. Леса занимают около 27% поверхности суши. Но по оценкам ученых, до того как возникло земледелие, площадь лесов была как минимум вдвое больше. 85. На Земле 173 реки длиной больше 1000 километров. Самой полноводной из них, а также рекой с самым большим речным бассейном, является Амазонка в Южной Америке. Согласно новейшим данным, Амазонка является и самой длинной рекой – 6992 километра. Раньше самой длинной рекой считался Нил, который на 140 километров короче. 86. На Землю приходит примерно 1 миллиардная всей энергии, излучаемой Солнцем. 37% этой энергии Земля сразу отражает обратно в космос. Суммарная величина солнечной энергии, которая достается нашей планете, составляет огромную величину, примерно в 1 миллиард тераватт-часов в год. Мировое производство электроэнергии составляет всего 0,2% от этой величины. 87. Скорость движения Земли по орбите вокруг Солнца – 30 км в секунду. Внешние планеты движутся медленнее, а внутренние, Меркурий и Венера, быстрее, чем Земля. 88. Поскольку Земля движется по орбите вокруг Солнца, положение звезд на небе периодически меняется, хотя и совсем незначительно, поскольку расстояние даже до ближайших звезд намного больше диаметра земной орбиты. После принятия гелиоцентрической системы астрономы очень долго пытались определить это изменение, параллакс, для различных звезд, но до середины XIX века у них ничего не получалось. Лишь после появления мощных телескопов и изобретения фотографии, параллаксы ближайших звезд были измерены, а по ним вычислены расстояния до этих звезд. 89. Ученые долго спорили, является ли Земля уникальной планетой, либо подобных планет вокруг других звезд много. Последние открытия астрономов показали, что вокруг ближайших звезд вращается множество планет, и среди них достаточно планет, похожих на Землю. По крайней мере, если опираться на размеры, массу и предполагаемую температуру поверхности. Всего же, по оценкам ученых, только в нашей галактике должно быть примерно 10 миллиардов похожих на Землю планет. 90. Земля обладает наибольшей плотностью из всех планет Солнечной системы. Основные элементы, из которых состоит Земля, это железо, кислород, кремний, магний, сера, никель, кальций и алюминий. Более тяжелые элементы, такие как железо, сосредоточены в основном в ядре, а земная кора состоит по большей части из соединений кислорода. 91. Согласно подсчетам ученых, примерно половина выделяемого нашей планетой тепла – это тепло, накопленное еще во время ее образования, а половина выделяется за счет распада в недрах радиоактивных элементов, таких как уран и торий. 92. Интересно, что хотя все планеты образовались из одного и того же газопылевого облака, состав различных планет Солнечной системы все же отличается. Проанализировав состав какого-нибудь фрагмента породы, можно узнать, на какой планете он образовался.
Так, например, ученые узнали, что Луна когда-то была частью Земли и что на Земле можно найти метеориты, прилетевшие с Марса. 93. Из других планет Солнечной системы самой похожей на Землю по размерам и массе является Венера, а по природным условиям Марс. 94. Ученые посчитали, что из космоса на Землю падает примерно от 500 до 1000 метеоритов, которые долетают до поверхности, не сгорев в атмосфере. 95. Наблюдения за звездами показывают, что такие звезды, как Солнце, светят неравномерно в течение периода своей жизни. Хотя светимость Солнца меняется медленно, в начале своего существования Солнце было более тусклым и испускало на 25% меньше энергии, чем сегодня. Но, как ни странно, в те далекие времена, миллиарды лет назад, климат Земли был более жарким, чем сегодня. Это несоответствие получило даже специальное название «парадокс слабого молодого Солнца». В попытках разрешить парадокс и объяснить, почему Земля тогда не замерзла, ученые предложили множество версий. Самой правдоподобной из них является версия о том, что в те времена атмосфера Земли была очень плотной, с большим количеством парниковых газов, именно это и давало дополнительное тепло. 96. Хотя на современной Земле холоднее, чем миллионы лет назад, долговременные прогнозы показывают, что в будущем на нашей планете станет намного жарче. Так как Солнце будет светить все ярче, температура на нашей планете будет постепенно расти, и примерно через 2 миллиарда лет она возрастет настолько, что Земля станет необитаемой. 97. А через 7 миллиардов лет Солнце станет красным гигантом и расширится настолько, что вовсе поглотит Землю. 98. Для решения этой проблемы уже сейчас ученые придумали ряд проектов, предусматривающих изменение орбиты Земли и перемещение ее дальше от Солнца. Среди предложений установка на Земле мощных реактивных двигателей, использование солнечного паруса и направление к нашей планете астероидов, для того чтобы гравитационное взаимодействие с ними изменило ее орбиту. 99. Существуют также проекты терраформирования Венеры, Марса, Луны и спутников Юпитера и превращения их в планеты, похожие на Землю. 100. Ученые подсчитали, что в пределах зоны обитаемости вокруг такой звезды, как Солнце, теоретически можно разместить 5 таких планет, как Земля. 101. Ядро Земли вырабатывает частицы, называемые антинейтрино. Половина тепла, производимого нашей планетой, 40 тераватт, генерируется за счет радиоактивного распада этих элементов. 102. На глубине 2,5 километров, ниже уровня морского дна обитает, примерно 2,9 умноженное на 10 в 29 степени микроорганизмов. Скорость деления их клеток варьируется от 10 лет до более, чем 1000 лет. 103. Мхи произрастают по всему миру, и на поверхностях почвы, и в пустынях. Они способны улавливать воду непосредственно из воздуха. 104. К концу столетия уровень океана может повыситься в среднем на 80 сантиметров. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата, в своем последнем докладе подсчитала, что уровень воды в Мировом океане может увеличиться от 35 до 94 сантиметров. По другим подсчетам ученых, таяние ледников Антарктики и Гренландии может поднять уровень Мирового океана на 238 сантиметров. Пока это лишь предположение, но факт следующий: Мировой океан поднимается, вопрос насколько. Это жизненно опасно для островных государств и чревато гибелью морских экосистем. 105. Если собрать всю воду в облаках, можно покрыть всю Землю жидкой пленкой толщиной в человеческий волос. Даже такое мизерное количество воды делает наш климат таким, какой он есть. 106. Землетрясение магнитудой 12 баллов расколет Землю пополам. Это миф. Потому что землетрясений магнитудой более 9,5 баллов по шкале Рихтера попросту не бывает.
Скорее всего, корни мифа идут от путаницы двух шкал, шкалы Рихтера, со шкалой интенсивности землетрясения, также измеряемой в баллах, по 7 и 12-бальной системам. Но если такое и представить в теории, то столь мощное землетрясение не смогло бы расколоть Землю надвое. Хорошо, что это миф. Крупнейшее в истории человечества землетрясение, зафиксированное за время наблюдений, произошло в Чили, Великое Чилийское землетрясение, с магнитудой от 9,3 до 9,5 баллов. 107. В 2013 году в Охотском море, вблизи Курильских островов, на глубине 640 километров произошло землетрясение магнитудой 8 баллов. Его почувствовали жители Австралии, отголоски были зафиксированы даже в Москве, порядка 2 баллов. 108. Впервые дыру в озоновом слое обнаружили над Антарктидой в 1985 году. Наблюдается в высоких широтах южного полушария в период с августа по декабрь. Над северным полушарием осенью и зимой также появляются многочисленные озоновые дыры меньшего диаметра. 109. Земля постепенно худеет, что связано с откачкой грунтовых вод, приводящей к значительному проседанию земной поверхности. Впрочем, это видно только спутником, который специально отслеживает данный процесс. 110. Хотя Солнце кажется желтым или оранжевым, на самом деле оно ослепительно белое. Желтый цвет возникает в результате рассеивания солнечных лучей в атмосфере Земли. 111. Под поверхностью нашей планеты находятся пузыри из инопланетной породы и металла, в миллионы раз превосходящие размером Эверест, говорится в исследовании Университета Аризоны. Ученые обнаружили лаву, кардинально отличающуюся от обычной лавы из мантии Земли, и предположили, что она имеет инопланетное происхождение. Около 4,5 миллиарда лет назад планета Тея предположительно столкнулась с Землей, в результате чего материя, выброшенная в космос, сформировалась в Луну. Ученые считают, что после катастрофы породы Тея оказались погребены глубоко в Земле, а также внутри лунной породы. 112. Вулканическая поверхность Камчатки очень схожа с поверхностью Луны, поэтому испытания советских луноходов проводились именно там. 113. Солнечное затмение всегда происходит примерно за 2 недели до или после лунного затмения. 114. Римско-католическая епархия города Орландо, США, фактически является самой большой католической епархией в мире и за его пределами. Ее площадь составляет невероятные 22 530 816 квадратных километров. Дело в том, что именно из Орландо был запущен космический корабль Аполлон-11 с экспедицией на Луну, а один из канонических церковных законов гласит: любая вновь открытая территория подпадает под то епископство, откуда отправилась экспедиция. Хотя, безусловно, это все больше громкие слова, чем какая-то юридически значимая информация. 115. Ядро Земли на 2,5 года моложе коры, что объясняется общей теорией относительности. Гравитационный потенциал влияет на время. Чем он меньше, тем медленнее идет время. Это предполагает, что измерение возраста массивного тела на его поверхности и близ центра будет давать разные результаты, что и было подтверждено расчетами. 116. Землетрясение 2011 года, произошедшее в Японии и разрушившее Фукусимскую АЭС, сдвинуло ось вращения Земли на 17 сантиметров. Мало того, оно еще и укоротило сутки, теперь наши дни проходят быстрее, например, на 1,8 микросекунд. Впрочем, эти изменения слишком малозначимы по сравнению с размером нашей планеты, чтобы мы их почувствовали. 117. В субботу и воскресенье магнитное поле Земли слегка изменяется по сравнению с будними днями. Это происходит потому, что падает интенсивность использования и передачи электроэнергии. 118. Несмотря на то, что земная мантия в основном твердая из-за экстремального давления,
в геологических временных масштабах она ведет себя как вязкая жидкость. 119. Земля минимум на 38% состоит из бриджманита, силикат перовскита, но несмотря на то, что это самый распространенный на нашей планете минерал, о нем мало что известно. Причина в том, что залежи этого минерала располагаются в нижней мантии, на глубине от 700 км до 2900 км, разумеется, забраться так глубоко не представляется возможным. Ученые нашли фрагменты бриджманита на метеорите и в 2014 году присвоили официальное имя до этого минерал, чаще всего называли перовскитом, да и сейчас это название в ходу. 120. Земля — единственное место в Солнечной системе, где можно наблюдать полное солнечное затмение. 121. Инерция Мирового океана, кроме замедления вращения Земли, приводит к отдалению Луны от Земли. Подсчитано, что через 600 миллионов лет Луна отдалится настолько, что ее будет недостаточно для того, чтобы заслонять собой Солнце, поэтому солнечные затмения прекратятся. 122. Первая фотография, на которой изображена полностью освещенная Земля. Она известна как The Blue Marble, синий марбл, и была сделана 7 декабря 1972 года командой космического корабля «Аполлон-17». Солнце было позади аппарата, в то время, когда фотографировали, а Земля полностью освещалась. 123. При строительстве длинных висячих мостов инженерам приходится учитывать и компенсировать кривизну Земли. Например, у знаменитого Нью-Йоркского моста Верацано-Нарроу верхушки башен на 41 мм дальше друг от друга, чем их основания, что позволяет мосту не падать. 124. Земля — единственное место в Солнечной системе, где может гореть огонь. 125. Атмосфера Земли на высоте 160 км становится настолько тонкой, что звуковые волны больше не могут по ней распространяться. Эта зона называется анакустической, и она абсолютно бесшумна. 126. Самый крупный найденный на Земле метеорит с Марса достигает 25 см в поперечнике и весит более 14 кг. 127. Солнце тоже влияет на приливы земного океана, но его влияние вдвое слабее, чем у Луны. 128. Точка Немо — условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши, используется в качестве кладбища космических кораблей. На дне в этом месте находится уже не менее сотни отслуживших свое космических аппаратов. Точка Немо — условная точка самого удаленного места на Земле, от которой ближайшие точки суши находятся в 2688 километрах. Это настолько изолированное место, что если бы вы попали туда, самыми ближайшими к вам людьми время от времени оказывались бы космонавты на борту МКС. 129. Лунный камень, подаренный бывшему премьер-министру Нидерландов послом США и выставленный в Национальном музее Нидерландов, оказался куском окаменевшего дерева. 130. В прошлый раз Земля была в той же точке галактики, что и сейчас, в юрский период. 131. Если бы диаметр Земли был на 50% больше, люди не смогли бы летать в космос при помощи ракет. 132. Наша планета, а также вся остальная Солнечная система, находится в межзвездном космическом пузыре, местном пузыре, где плотность газа, водорода, в 10 раз меньше средней плотности межзвездной среды. 133. Наша планета движется в космическом пространстве со скоростью 2,16 миллиона километров в час. 134. В 2018 году над Землей взорвался метеорит, причем этот взрыв был эквивалентен 10 атомным бомбам, взорванным в Хиросиме. И ученые его попросту не заметили. Дело было в том, что метеорит взорвался над Беринговым морем, в той области, где не летают ни коммерческие, ни пассажирские самолеты. Мы вообще мало внимания обращаем на такие скучные места, но в итоге в НАСА все-таки заметили,
что происходит что-то из ряда вон выходящее. 135. Противоземля – это гипотетическое космическое тело за Солнцем, постоянно находящееся в противоположной точке орбиты Земли. Концепция противоземли известна со времен Пифагора, но согласно современным научным данным, в этой точке нет небесных тел. 136. Эпоху, в которой мы, люди, оказываем существенное влияние на состояние Земли, многие ученые предлагают называть антропоценом, по аналогии с плейстоценом, эоценом и тому подобное. Надо заметить, что влияние это исключительно негативное. В антропоцене вымирание видов ускорилось вдвое, почвы разрушаются, леса вырубаются, атмосфера и воды Мирового океана загрязняются, как никогда активно. Какое событие положило начало эпохи антропоцена, остается предметом споров: появление сельского хозяйства, промышленная революция, сброс атомных бомб и так далее. 137. Согласно расчетам ученых, через 250 миллионов лет все континенты Земли сольются в один суперконтинент Пангея Ультима. А через 500 миллионов лет жизнь на поверхности нашей планеты станет невозможной для животных и растений из-за увеличения яркости Солнца и повышения температуры. 138. Так как на Северном полюсе нет постоянного населения, ему не присвоен собственный часовой пояс. Приезжающие работать или исследовать эти места люди могут выбрать себе любой удобный часовой пояс. 139. На Южном полюсе происходит только один закат и один восход Солнца в год. 140. Травы появились на Земле 55-66 миллионов лет назад, в эпоху последних динозавров, живущих на Земле. До этого равнины, степи и прерии были покрыты папоротниками, возникшими более 400 миллионов лет назад. 141. Фотону требуется, в среднем, 170 тысяч лет, чтобы дойти от ядра Солнца до его поверхности, но всего лишь 8 минут, чтобы достичь Земли. 142. На нашей планете обитает приблизительно 8,7 миллиона видов животных. 143. Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси. 144. 3,5 миллиарда лет назад, а именно этим возрастом, датируются первые следы жизни, обнаруженные на Земле, сутки на планете длились 12 часов. Когда возник фотосинтез, около 2,5 миллиарда лет назад, сутки длились 18 часов. Когда появились первые эукариотические клетки, животные и растения, 1,7 миллиарда лет назад, сутки длились 21 час. 145. Темно-синяя полоса, видимая на горизонте в период сумерек как утренних, на рассвете, так и вечерних, это тень, отбрасываемая Землей на свою атмосферу. 146. Земля пульсирует каждые 26 секунд. Впервые этот импульс обнаружил Джек Оливер из геологической обсерватории Ламонт-Дуэрти в 1960-х годах. Позже сейсмологи установили, что импульс исходит из Гвинейского залива. Однако ученые до сих пор не могут толком разобраться, чем вызвана странная пульсация. 147. При инверсии магнитного поля Земли северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, а стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. В последний раз это произошло, предположительно, около 800 тысяч лет назад. 148. Первый достаточно точный расчет радиуса нашей планеты сделал греческий математик Эратосфен в III веке до нашей эры. Он ошибся всего на 70 километров. 149. Большая часть массы Земли приходится на железо и кислород. 150. Эверест перемещается в сторону, а не вверх. 50 миллионов лет назад индийский субконтинент решил, что ему не нравится соседствовать с экватором, и отправился на север. В конце концов он врезался в Азию,
в результате чего возникли Гималаи, а вместе с ними и Эверест. Сегодня его высота достигает почти 9 километров. Но поскольку столкновение Индийского субконтинента и Азии все еще продолжается, Эверест тоже должен непрерывно расти. Так, нет, не так, говорят ученые, тщательно контролирующие высоту этой горы. Джорджио Паретти, профессор из университета Триести, в 1995 году узнал, что Эверест фактически не вырос на сколько-нибудь значимую величину. Лучшие инструменты для измерений просто повысили точность измерения высоты. Вместо этого, говорит Паретти, из-за продолжающегося континентального столкновения Индии и Азии гора Эверест движется на северо-восток со скоростью 42 мм в год. Так что если вы вздумаете взойти на эту гору, то вы подниметесь примерно на такую же высоту, на которую в 1953 году поднялись сэр Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. Однако ваше восхождение состоится почти на 3 метра к северо-востоку от того места, где было совершено первое восхождение. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей. 151. Мауна-Лоа – самая высокая гора в мире. Выше всегда речь шла об Эвересте. Так вот, Эверест – это вообще-то не самая высокая гора на Земле. Гора Мауна-Лоа, что в переводе означает «длинная гора», является частью Гавайского острова. И она не выглядит такой же высокой, как Эверест, но лишь потому, что большая ее часть находится под водой, и мы видим только ее вершину. Высота этой горы, от вершины до основания, составляет чуть больше 10,2 километра, что делает ее гораздо выше Эвереста. Кроме того, у этой горы есть масса других отличий от Эвереста. Примерно половина Гавайского острова – часть Мауна-Лоа. И это не просто гора, это вулкан, а точнее, множество вулканов, которые называются щитами, поскольку они широкие и действительно напоминают щиты. Щиты на Мауна-Лоа появляются, когда лава извергается из недр планеты на очень высокой скорости. Расплавленная порода вытекает из Мауна-Лоа очень быстро, и у нее не хватает времени на то, чтобы застыть. Извержения на Мауна-Лоа были частым явлением миллион лет назад. И даже сейчас вулкан по-прежнему активен. Но и это еще не все. Колоссальный вес Мауна-Лоа продавил океанское дно на 8 километров в глубину. Если принять во внимание этот факт, то высота вулкана составит более 17 километров, что делает его самой высокой горой на планете на сегодняшний день. 152. Торнадо невидимы. Все бегут в укрытие, когда видят, что на них надвигается торнадо. Но как получается, что мы видим торнадо? Ведь воздух не видим, в конце концов. Но с технической точки зрения, то, что мы видим, на самом деле является облаком, состоящим из капель воды, а иногда из грязи и мусора. Это облако образуется внутри невидимой воронки движущегося воздуха, которые есть торнадо. Торнадо обычно возникают в так называемых суперячейках, участках шторма с очень сильными вращающимися восходящими потоками. Никто точно не знает, что именно заставляет возникшую воронку тянуться от ячейки вниз к земле. Есть предположение, что это может быть связано с разностью температур на границах соседних, нисходящих потоков. Водяной пар, как правило, конденсируется внутри вращающейся воздушной воронки, и воронка спускается вниз. Однако торнадо может учинить разрушение на Земле и задолго до того, как воронка полностью сформировалась. 153. Облака весят тонны. Что может быть красивее, чем пушистые белые облака, плывущие в голубом небе? О таких облаках мы обычно думаем, что они легкие, словно туманная дымка. Тем не менее, облака на самом деле очень тяжелые. Кучевое облако средних размеров состоит из капель воды и может весить 500 тонн. А плыть по небу такой здоровенный бегемот может потому, что атмосфера вокруг него еще тяжелее. Об этом легко забыть, однако и мы, и кучевые облака находимся в самых нижних слоях атмосферы. Молекулы воздуха имеют определенный вес, а давление воздуха может достигать 1 кг на квадратный сантиметр или 17 тонн. И это огромное давление для среднестатистического человека ростом
в 168 сантиметров и весом в 70 килограмм. Нас не давит этим весом только потому, что воздух есть не только снаружи, но и внутри наших тел. Кроме того, к воздуху также можно применить закон Архимеда. Сила, которая выталкивает облако вверх, эквивалентна массе воздуха, вытесняющей облако. Все это происходит очень близко к поверхности Земли, так что многотонные кучевые облака плавают над нами по той же причине, по которой круизный лайнер плывет по поверхности воды. 154. На Земле есть магнитные торнадо. Эксперты НАСА были очень удивлены, когда их межпланетная автоматическая станция «Мессенджер», отправленная к Меркурию, обнаружила в магнитном поле планеты скрученные торнадо, длиной более 800 километров. Эти явления перемещения магнитных потоков, или плазмоиды, формируются в точках, где магнитное поле Меркурия сталкивается с магнитным полем Солнца. Ученые полагают, что именно из-за этого явления атмосфера Меркурия такая тонкая. Эти магнитные торнадо направляют солнечный ветер, то есть плазму, пришедшую с Солнца, вниз, к поверхности Меркурия, где ее частицы, обладающие электрическим зарядом, разлагают газы, которые находятся в связанном состоянии в скалах. Ученые уже давно знали о том, что магнитные поля Земли и Солнца связаны. Именно из-за них возникают так называемые северные сияния. А вот чего ученые не знали до открытия с Меркурия, так это того, что связь магнитных полей настолько тесная. На Земле есть свои магнитные торнадо, однако волноваться о них не стоит. Несмотря на то, что магнитные явления на нашей планете наблюдаются каждые 8 минут, атмосфера нашей планеты достаточно толстая, и она защитит нас от смертельной радиации. 155. Скалы обитаемы. Вам доводилось быть в пустыне или в глубокой пещере и чувствовать, что вы там не одни? Возможно и нет. Возможно, у скал нет глаз и ушей, однако крошечные формы жизни под названием эндолиты называют скалы своим домом. Эндолиты являются экстремофилами. Это означает, что они очень любят экстремальные условия. Их находят в недрах Земли на почти 3-километровой глубине. Большинство из них выживают за счет воды и еды, попадающей вниз через трещины в земле, но некоторые из них в буквальном смысле едят скалы и выделяют кислоту, которая позволяет им раздобыть себе еще больше каменной закуски. Когда речь заходит о том, насколько глубоко в недрах может находиться жизнь, ограничивающим фактором выступает температура. Тепло распространяется от центра планеты, и на глубине 5 километров под поверхностью температура может подниматься до 125 градусов Цельсия. Исследователи не смогли узнать, живет ли что-то на еще большей глубине, однако изучение экстремофилов показывает, что у них при указанной выше температуре начинаются проблемы с размножением. Так что глубина в 5 километров на самом деле может оказаться для них предельной. 156. Швейцария ежедневно поднимается и опускается почти на 25 сантиметров. Земля не только дает пищу для некоторых форм жизни, она еще и немного эластична. Именно поэтому вулкан Мауна-Лоа смог вдавиться в океанское дно так глубоко. Эта эластичность также означает, что Луна и Солнце могут воздействовать на поверхность планеты, хотя это воздействие будет не таким сильным, как в море. В случае с земной поверхностью нет берегов, по которым можно измерять приливы и отливы, однако определенные участки земной коры поднимаются, а потом очень медленно и почти незаметно опускаются. Но это наблюдается только на больших равнинах и в других местах, где нет огромных горных хребтов и вулканов, чтобы воспрепятствовать этому, не так ли? Не совсем. По сравнению с Луной или Солнцем даже Альпы ничтожны. На самом деле, очень точные измерения показывают, что Швейцария во время так называемого земного прилива ежедневно поднимается и опускается на 25 сантиметров. 157. Циклоны могут танцевать. Торнадо иногда называют циклонами, но технически циклоны – это области низкого давления с ветрами, дующими по спирали, причем эта спираль вращается в северном полушарии против часовой стрелки, а в южном полушарии по часовой стрелке. Циклоном может быть ураган,
или любой другой вид системы низкого давления с соответствующим направлением ветра. Сакухеи Фудживара был японским метеорологом, которому удалось выяснить, что когда два циклона оказываются достаточно близко друг к другу, они начинают танец вокруг некоего общего центра. Этот эффект Фудживары наблюдается только в том случае, если встречаются циклоны, примерно равные по силе. В противном случае слабый циклон будет поглощен более сильным. Самый дорогой и самый разрушительный пример этого мир увидел в 2012 году. Большинство ураганов в Карибском бассейне и в Атлантическом океане в конце концов встречаются с западными ветрами, которые оттесняют их подальше от Северной Америки. С ураганом Сэнди некоторое время происходило именно это. Но внезапно он изменил курс и вернулся обратно в США и Канаду в качестве супершторма. И произошло это из-за того, что поблизости оказалась другая система низкого давления. Ветры в этой системе уже начали слабеть, и этот ураган, пришедший с Карибского моря, уже готов был утихнуть. Но так как оказавшийся рядом Сэнди был намного крупнее, два шторма слились в один, и произошло это в худшем месте, которое только можно было придумать на берегу. 158. Крупные землетрясения происходят медленно. Землетрясение наблюдается, когда горные породы начинают двигаться вдоль разломов. Разломы бывают разными. Разлом может быть небольшой трещиной в земной коре, и тогда землетрясение тоже будет небольшим. Либо линия разлома может находиться на стыке двух тектонических плит. Движущиеся плиты обладают огромной энергией, и когда они двигаются, то результаты могут быть катастрофическими. Многим крупным землетрясениям предшествуют сейсмические толчки, но ученые были очень удивлены, когда узнали, что скалы могут перемещаться друг относительно друга, вообще без всяких сотрясений. Они смогли это выяснить после развертывания чрезвычайно чувствительного сейсмического оборудования вдоль разлома Сан-Андреас в Калифорнии, там, где Тихоокеанская и Североамериканская тектонические плиты скользят мимо друг друга, и вдоль Альпийского разлома в Новой Зеландии, там, где Тихоокеанская плита скользит вдоль австралийской континентальной плиты. У Альпийского разлома было в прошлом несколько крупных землетрясений, однако в его центральной части всегда было необычно тихо. Ученые начали внимательно следить за этой частью, полагая, что в ней могли скопиться запасы энергии, способные вызвать катастрофу апокалиптического масштаба. Вместо этого они обнаружили сейсмический тремор, серию мелких землетрясений, каждая из которых длилась примерно 30 минут. Нечто подобное было зафиксировано и вдоль разлома Сан-Андреас, хотя тут ученые не совсем уверены, что это тремор. Это может быть накоплением напряжения перед следующим землетрясением, или это может быть небольшими сбросами накопившейся энергии, которые помогут снизить интенсивность будущего большого землетрясения, которое произойдет, когда в зоне разлома опять начнется движение. 159. Следующее извержение супервулкана, вероятно, будет не в Йеллоустоуне. Йеллоустоунский парк изобилует гейзерами, горячими источниками и кипящими грязевыми котлами. Некоторые из этих веселых вещей возникли там в начале 21 века. Тогда же археологи поняли, что в природе есть такие штуки, как супервулканы, и что Йеллоустоунский вулкан среди них номер один. С того момента всем было интересно, когда же он наконец взорвется. Однако это вряд ли случится в ближайшее время. Недавние исследования показали, что в вулкане этом, конечно, очень много магмы, однако она там не в эруптивной форме, то есть не может быть извергнута. Поскольку в истории человечества еще не было суперизвержений, никто толком не знает, какие признаки им сопутствуют и где именно их искать. Перед главным извержением может быть множество землетрясений или каких-то других стихийных бедствий. С другой стороны, обычные вулканы иногда просыпаются совершенно неожиданно. Вполне возможно, что и супервулкан может сделать то же самое. Куда более интересным кандидатом на суперизвержение может быть чилийский вулкан Лагуна-дель-Мол, хотя он в настоящее время вообще не извергается и не наблюдается никаких угрожающих признаков. Он просто раздувается ежегодно на 24 сантиметра, 28 сантиметров,
и никто не знает, почему это происходит. 160. Настоящая причина смены времен года на Земле. Как ни странно, большинство людей не знают, почему на Земле сменяются времена года. Некоторые ошибочно считают, что лето и зима существуют из-за того, что Земля вращается вокруг своей оси, хотя на самом деле этим вращением обусловлена только смена дня и ночи. Другие уверены, что смена сезонов происходит из-за того, что орбита Земли не окружность, а эллипс, овал, и зима наступает тогда, когда планета отдаляется от Солнца. Но на деле зимой Земля ближе к Солнцу, чем летом, из-за чего же происходит смена времен года. Ось Земли находится под наклоном в приблизительно 23 градуса по отношению к Солнцу. В результате оно полгода освещает северное полушарие, а полгода южное. Из-за этого же на Земле существуют такие явления, как полярная ночь и полярный день, когда Солнце не восходит и не заходит соответственно. 161. Если бы вы ехали на автомобиле вертикально в небо со скоростью 96 км в час, вам потребовался бы всего час, чтобы добраться до космоса. 162. 8 июля особенная дата. В этот день, примерно в 11 часов по UTC, всемирное координированное время, Солнце могут видеть одновременно 99% населения Земли, почти все, кроме жителей Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. 163. Если бы инопланетяне, живущие на расстоянии 65 миллионов световых лет от нас, посмотрели на Землю через супертелескоп, они бы увидели динозавров. 164. Средняя температура в околоземном пространстве около 10 градусов по Цельсию. 165. В немецком языке слово «солнце» женского рода, а луна мужского, а во французском «солнце» мужского рода, а луна женского. 166. Примерно через 7 миллиардов лет Солнце истощит запасы водорода и гелия, превратившись в гигантскую красную звезду, и поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, Землю. 167. Если бы у Земли не было Луны, наш день длился бы всего 6 часов. 168. Земля вращается вокруг своей оси со скоростью около 1600 км в час и летит по космосу, двигаясь по орбите вокруг Солнца со скоростью около 110 тысяч км в час. 169. Земля — единственное место в Солнечной системе, где вода встречается в трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газообразном. 170. Когда-то у Земли было два крупных спутника. Второй спутник, диаметром около 1200 километров, по предположениям ученых, вращался вокруг нашей планеты, пока не столкнулся с Луной. Эта катастрофа может объяснить, почему две стороны современной Луны так отличаются друг от друга. А для всех досмотревших это видео до конца оставляю небольшую пасхалку в виде еще пары интересных фактов о Земле. Гравитация определяет высоту гор на планете, на Земле, например, горы не могут быть выше 15 километров. Во время солнечного затмения можно увидеть бриллиантовое кольцо, эффект, который появляется прямо перед тем, как солнечный диск полностью скроется за лунным, или наоборот, сразу после того, как он покажется. На этом мы завершаем это видео со 170 интересными фактами о нашей планете Земля. Надеюсь, вам понравился материал, и вы смогли почерпнуть для себя что-нибудь новое. Безусловно, разговор о нашей планете может быть очень продолжительным, но мы постарались выбрать наиболее захватывающие и интересные факты, чтобы видео не получилось уж очень сильно длинным. Если эта тема вам интересна, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях, и, основываясь на вашем отклике, мы будем делать выводы, снимать ли еще подобные видео или нет. Вот такими у нас получились 170 интересных фактов о нашей планете Земля. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео.
Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал Книги, Истории, Факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать нас любым удобным способом.